Друзья, Asus RTX 86U Pro. Вот такая вот коробочка красивая. Да и сам по себе роутер. Это продолжение уже нашумевшего, очень популярного роутера RTX 86U простого. Это 86U Pro. Вот так вот, да, будет более понятно. С совсем незначительными изменениями, но с очень значительным изменением в самой работе роутера. Я вот, коробочку убираю, она будет нам мешать. Будем рассматривать сам по себе роутер. Wi-Fi 6 роутер с 2,5 гигабита, с игровыми функциями, с агрегациями, с двумя портами USB. Ну и, конечно же, этот роутер оснащен медиасервером для того, чтобы ваши медиаустройства дома, допустим, вы там подсоединили сюда жесткий диск, и ваши медиаустройства могли через DLNA смотреть, вы могли смотреть контент, который подключен к жестким дискам. Мало того, еще есть и торрент-качалочка. Короче, на канале Технозон с обзором поехали. Вообще, когда я его получил, думаю, в чем же разница между RTX 86U и тому же там был 86S и RTX 86U Pro. Да, на самом деле разница есть, мы сейчас посмотрим. Перед этим хочу показать вам вообще, что из себя он представляет. Сзади у нас есть, смотрите, 2,5 гигабита порт WAN совмещенный. Есть WAN 1 гигабит, 4 порта LAN 1 гигабит, первый у нас игровой, при этом первый и второй у нас могут агрегироваться 802.3 AD. Есть USB 3, есть USB 2, кнопка сброса, есть у нас включение-выключение кнопочка, есть у нас кнопочка включения-выключения LED подсветки, которая у нас спереди здесь есть такая расширенная, и есть у нас кнопочка WPS. Сами по себе антенки у нас откручиваемые, которые у нас на 45 градусов опускаются, а здесь они разворачиваются в любую сторону, то есть по кругу вертятся, вот так вот. Я его ставил вот таким вот образом, как было нарисовано на картинках в прошлых версиях. Вообще ставят вот так вот обычно. Короче, ребят, такой вот прикольная подставка. Кстати, подставка не съемная, Леш. Что ты решил, что она съемная? Нет, это он такой конструктивный есть. Он не может быть подвешен куда-нибудь на стенку. Это, в принципе, нам и не нужно. Вообще охлаждается он, видите, снизу есть диффузоры, сверху диффузоры, сзади диффузоры. По принципу конвекции забирается воздух снизу, и сверху выходит теплый воздух, охлаждая его изнутри. Чем примечателен роутер, я вот так отставлю, тем, что мы здесь получили сумасшедшие какие-то цифры и по Wi-Fi. Да, здесь нет 6 ГГц, но здесь есть 802.11ax, и это простой Wi-Fi 6, при том, что при его стоимости, вообще, кому сейчас нужны 6 ГГц? 6 ГГц я бы уже ждал бы Wi-Fi 7, потому что вот этот вот Wi-Fi 6E, он настолько переходной получился, и настолько интересен этот роутер получился для меня. Кстати, ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. Также подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные обзоры. Смотрите, начнем мы, наверное, не с обзора, именно не почитаем, что они тут заявляются, а почитаем мы сравнение. У нас вот есть в сравнении AX86U Pro и AX86S и AX86U простой. Это то, что нам приводит сайт Asus. У нас есть это более такой интересной таблице вот представлено. И смотрите, здесь по этой таблице заявляется, что у него изменилось в отношении простого 86U. У того было 2 USB 3.0, у этого стало 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, но они прирастили процессор. Если формулу памяти брать, то формула памяти такая же, а вот процессор стал, во-первых, он не просто прирастил частоту, это стал другой процессор, это 4-ядерный 64-битный проц, который позволяет обрабатывать больше запросов и все работает намного быстрее. А давайте мы вернемся к сравнению то, что у нас на сайте Asus. Да, 2 ГГц процессор, там был 1,8 ГГц процессор. 256 мегабайт флеш и 1 гигабайт RAM. Также было в RT AX86U, там было тоже 1 гигабайт на 256. По портам ничего не поменялось, кроме того, что здесь USB 3.2, здесь USB 3.2 и 1 USB 2.0. Дальше тут мы, конечно, можем листать. Блок питания 19 вольт, 2,37 ампера напряжение. И тут у нас есть еще разница, знаете в чем? Здесь они вроде бы, как заявляются, расширили
родительский контроль, и появился у нас, знаете что, сейчас я вам скажу, Instant Guard. Не просто, допустим, WireGuard, там клиент, многие могут перепутать, или сервер WireGuard, здесь есть и клиенты L2TP, OpenVPN, PPTP, WireGuard, есть еще добавился Instant Guard, которого вроде бы как не было в предыдущих версиях. Но давайте посмотрим, что они пишут конкретно про сам роутер. Двухдиапазонный игровой маршрутизатор, да, он игровой, в нем есть игровые функции с маршрутизацией, с поддержкой режимов консолей, с конкретными пробросами портов для определенных игр. То есть здесь практически все поддерживаются игры, которые требуют оптимизации сети. Это делается просто в один клик. Я вам покажу эти настроечки. Также 2,5 гигабита, честные 2,5 гигабита, Wi-Fi 6. При этом у нас стандарт скорости, ну не стандарт, индекс скорости AX5700. Это значит суммарная максимальная теоретическая скорость всех устройств в сети 5700 мегабит. Выигрышное решение для мобильных игр. И я тут вообще соглашусь. Знаете почему? Потому что если брать серию ROG, да, там игровую, то они стоят намного дороже, а функционально вот этот вот AX86U Pro ничем не хуже. Да, здесь нет каких-то там ROG фишек там с подсветками, там со всякой кастомизацией, но все те самые профили, которые есть в ROG версиях, здесь есть. Вот в чем фишка. Конечно же, Wi-Fi 6, OFDMA из того, что присуще Wi-Fi 6 протоколу, у него есть MU-MIMO 3×3. Так, дальше. Играть без компромиссов. Тут мобильный гейминг показывает и приложение. Есть приложение. Я не рассматривал приложение, потому что я не рассматриваю его игровые возможности как таковые. Я его рассматриваю как топ-роутер для домашнего использования. Ну, тут они сделали акцент, что они поменяли CPU, да, у них центральный процессор намного круче стал. И интернет-подключение 2 гигабита. Тут они, конечно, видите, как интересно написали. Дело в том, что кроме того, что здесь есть порт 2,5 гигабита, вы можете сагрегировать 2 1000-мегабитных порта, 2 вана по 1000 мегабит, и через агрегацию, если ваш провайдер поддерживает агрегацию 802.3 AD, вы можете получить 2 гигабита одновременно, то есть он их суммирует. Вот таким вот образом. Либо просто-напросто завести себе 2 линии, поставить у себя свич с агрегацией, завести туда 2 гигабита и получить 2 гигабита со своего свича на свой роутер, который это все сможет. Это я тоже в обзоре покажу. Так, ускорение программ, все это красиво. Конечно же, он поддерживает iMesh, Mesh-технология. Можно покрыть огромное количество, вот, с учетом того, как мы тестировали его покрытие, то тут он один покроет, там нифига себе. Если к нему еще добавить пару базовых станций по типу, ну я бы брал бы, вот, Леша, ну дай мне, пожалуйста, X57. То есть я бы рассматривал вариант такого псевдо-бомж Edition, это, например, поставить AX86U и пару базовых станций, вот таких вот AX57 без USB. Потому что через него вы получили бы доступ к USB вот этого роутера, например, если у вас там стоит жесткий диск, либо SSD диск. Это было бы круто и покрыли бы там 250-300 квадратных метров вообще запросто. Конечно, там есть функции AI Protection, комплексные защиты, анализаторы трафика. Давайте в сами характеристики зайдем, более техничку посмотрим и уже будем переходить к тестам. Из стандартов есть от A до AX, включая BGN, AC. Теперь у нас в AX режиме максимальная теоретическая скорость получается 4804 мегабита. Если брать AC с 1024 QAM, то это будет до 4333 мегабита. Это, кстати, вообще очень круто. Кроме AX режима, еще и из AC максимально вытягивает. Да и из N режима он с 1024 QAM вытягивает 750 мегабит. Вдумайтесь, на N. На N. И, кстати, здесь подтверждают 2.4, здесь сумасшедшие. Да, 2.4 в 3×3, а вот 5 ГГц, здесь MU-MIMO 4×4, 4-ядерный процессор 2 ГГц, 256 флеш, 1 ГБ RAM, поддержка 1024 и, конечно же, 160 МГц. Без 160 МГц рассматривать роутеры с портом 2.5 я вообще не стал бы, потому что вы не реализуете тогда Wi-Fi больше 1 гигабита, больше, чем 1.2. А мы здесь и Connect 2.4 имеем, и Wi-Fi я вам покажу там просто. Вот смотрите до конца. Потребление у нас 19 вольт 2,37, это мы уже посмотрели. Ну, больше нам тут нечего смотреть. В принципе, они расписывают те же самые фишки, которые я уже озвучил. Конечно же, есть поддержка 4G модемов. И при этом
со всеми, но эти тонкости я уже расскажу далее в обзоре. Ребят, берем этот роутер. Вообще, я бы его, знаете, вот я вам сейчас скажу, позицию, как обычно говорят, там, как его позиционировать. Позиционировать очень просто. Это для больших квартир с большими возможностями, для малых офисов, хотя я не знаю, с учетом того, что у него здесь есть и агрегация LAN 1, LAN 2, я к нему мог бы подключить еще NAS с агрегацией портов. То есть, если у вас NAS, допустим, тот же самый Synology с агрегацией по 1 гигабиту, вы сюда можете, кроме того, что 2.5 заведено, вы через LAN 1, LAN 2 воткнули сюда свой NAS, и он тоже на максимальной скорости в 2 гигабита будет общаться с вашим роутером. И плюс, когда вы увидите скорости Wi-Fi, когда увидите скорости, на которые способен этот роутер, вы все поймете. То есть это домашнее использование с максимальным покрытием на максимальной скорости для конкретных геймеров. Объясню. Для геймеров экстра топ уровня он, наверное, не подойдет из-за того, что там любят, ну, те, которые стримят, они любят вот эти все светящиеся свистопеределки, как я это называю. И там, конечно, уже я бы смотрел на серию ROG, да, там Asus ROG роутеры. А вот для гейминга консольного, для гейминга мобильного, для гейминга ПКшного он просто идеально подойдет. Такой себе микс домашнего использования с профессиональным геймингом. Вот таким бы образом я бы его еще позиционировал. И, конечно, я бы его еще использовал, знаете, как что? Как базовую станцию для меш-сети. То есть взять его как базовую и поставить, и будет вам счастье. В общем, переходим на тесты, а дальше уже ждем резюме. Вы знаете, у меня настолько хорошее настроение, мы просто тут все утро настраивали этот роутер и тестировали, и у нас сначала там что-то не получалось, потом когда мы увидели Connect 2,4 гигабита по Wi-Fi, мы просто обалдели, и когда мы потестировали, мы поняли, что данный роутер просто, он жахает там в одни причинные места абсолютно там всех конкурентов, которые есть за эту цену. Объясню, смотрите. Мы сейчас с вами в настройках, да, там в интерфейсе этого роутера, и тут как бы все понятно. И когда вы выходите к настройкам сети, то есть, грубо говоря, сейчас мы тестируем, знаете, ну это внутренний тест на местных провайдеров. Местные провайдеры у нас с ограничением там 1.7, максимум 1.8, ну 2 это какое-то такое уже нонсенс того, что они могут там обеспечить скорость. То есть мы сейчас подключили его к 2,5 гигабитному интернету нашему, то есть у нас есть 10 гигабит, благодаря компании Gigabit Online, которая очень крутая, и ссылка в описании под видео. Здесь вот мы сейчас видим 1.8 на загрузку и 2 на отдачу. То есть это местные провайдеры. То есть здесь честные 2,5 гигабита, и мы прекрасно понимаем, что мы имеем. Давайте мы сейчас другого какого-нибудь провайдера выберем, попробуем туда тестануть. Кто у нас тут способен хоть как-то вытянуть. Конечно, вот это вот недостаток у роутеров у Asus, то, что нельзя дальние серверы по поиску выбрать. Я бы выбрал те, которые десятку дают, и мы бы здесь увидели там 2.3 на 2.3. Было бы вообще шикарно. То есть, но местные провайдеры, как местные провайдеры, не хотят по-другому работать. Но такой вот тест мы с вами уже видим. И это, попрошу заметить, на один порт. То есть здесь же есть еще WAN-агрегация. Если бы у нас был, допустим, если бы у нас был свич с агрегацией, мы могли бы вообще заагрегировать порты на двух провайдеров, было бы вообще обалденно. Но свича у нас сейчас такого нет, к сожалению. А вот мы с вами имеем 2.1, ну 2.050, 2.065 на 2, ну на 2 с мелочью было в пике, короче, то есть больше даже 2. То есть 2.065 на 2.30. Обалденно, да? И это мы с вами тестировали LAN, да? Не LAN, ну мы по сути протестировали и LAN 2,5 гигабита, и WAN 2,5 гигабита. А теперь давайте попробуем Wi-Fi. То есть мы сейчас погоним с вами Wi-Fi. Потом мы протестируем LAN 1000 мегабит обязательно. Проверяем, мы подключены к Asus 5G. Давайте выберем серверок куда-то подальше, чтобы вы мне не говорили, что я там чего-то там придумал, показал не то, что надо. Ну, действительно, роутер просто пушка, Давайте стартанули, и мы видим вот с вами такой результат по Wi-Fi, там 1.4, сейчас увидим еще больше, поверьте, увидим до 1.8. Давай, 1.5, ну-ка, почти 1.6, то есть это Wi-Fi, ребята, это даже не LAN 2,5 гигабита, это просто по Wi-Fi.
Ну и, конечно же, сейчас попробуем получить немножко больше. У меня-то тут результаты уже есть. Просто берем и тестируем, ну, например, на сервер Astra. Это 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 в пике, 1.79, 1.78, 1.78, 1.85. То есть мы имеем здесь максимальный Wi-Fi, который просто-напросто тулит так, что... это просто жесть. То есть 5 гигагерцовый Wi-Fi, Wi-Fi 6 режиме, WiX режиме выдает сумасшедшие какие-то цифры. Кстати, вот мне там некоторые писали, я хотел бы увидеть роутер, который покажет мне там Connect 2.4. Нате, пожалуйста. Нате, пожалуйста, Connect 2.2 на 2.4. Это просто суммарный теоретический коннект, который есть у карты. То есть в пределах этого коннекта она может развить максимальную скорость. Так как мы с вами должны протестировать и LAN гигабит, то само собой давайте гигабитный LAN еще протестируем. Что нам еще остается? Тут будет чистый гигабит. То есть мы с вами протестировали 2.5. Сейчас мы тестируем гигабитную сеть этого роутера. Мы протестировали с вами Wi-Fi 5 ГГц. Сейчас еще протестируем 2.4. Ой, это у меня Wi-Fi до сих пор включен. И Wi-Fi опять затулил там по 1.5 через спидтест. Все мы знаем, что спидтест это не самый лучший показатель. Давайте вернемся к подключению LAN RJ45. То есть мы сейчас через обыкновенный LAN-порт. Давайте выберем там Data Group. Туда же подальше. И поехали посмотрим. Здесь будет чистый гигабит. Вот просто мы даже... То есть если по Wi-Fi у вас оно выдает там, ну, не пойми сколько, то... грубо говоря, не пойми сколько, я имею в виду, по 2 гигабита, то здесь мы имеем чистый гигабит по 1.3, по 1.4. Здесь мы с вами протестировали и WAN гигабит, и LAN гигабит, и у нас получается все, что заявлено гигабит, это гигабит, то, что заявлено 2,5 гигабита, это 2,5 гигабита. Wi-Fi, ну, до 1.9 мы получали. Вот мы видим 943 на загрузку, 903 на выгрузку, это вот чистый гигабит, так, обыкновенно там выше 900 плюс служебный трафик. Это вот таким вот образом работает. Имеем, что имеем. Отлично. LAN у нас работает. Теперь нам надо протестировать сеть 2.4 ГГц. Давайте сейчас мы выберем 2.4. Здесь 2.4. Вот я не знаю, насколько 2.4 будет интересно. Стартуем сразу же спид-тест. И получаем сколько? Леха, знаешь, сколько 2.4? Вот попробуй угадать. Да. 176. 176 на 160, мать его. Я в шоке вообще. Что это за роутер? Это какой-то полурак, не пойми что, короче. Воу. Слушай, иди дальность будем тестировать. Я в шоке, честно тебе. Ну, я не знаю, что на нем тестировать. Ты представляешь вообще, ну, он дубасит как сумасшедший. Так мало того, мы же можем на этом роутере еще поднять... Сейчас я подключу к нему USB. И мы можем поднять на нем еще и вот такую крутенскую штукенцию, как NAS-сервер. Ну, по типу такого, мини-NAS. Ну, давайте сейчас зайдем. Сейчас мы еще протестируем с вами на дальность. Я, честно говоря, в тихом шоке от этого роутера. Это просто жесть. Где у нас тут USB приложение? Чтобы вы понимали, по USB приложениям данный роутер вообще крут. Здесь есть и файл сервер, и сервер печати, поддержка 3G, 4G машин, 3G, 4G модемов, тайм-машин для Apple, Download Master. Знаете, что такое Download Master? Ну, мы не будем в обзоре показывать, потому что сами по себе торренты, они немножечко на текущий момент вне закона, но это можно все сделать. То есть давайте зайдем в файл-сервер, я вам сейчас покажу. Во-первых, у нас есть поддержка iTunes серверов, есть UPnP Media сервер, а это значит, что мы на UPnP сможем... Сейчас подключу, диск подключила. А это значит, что мы можем, допустим, на жестком диске, если ваши видеофайлы из вашей домашней коллекции, то они будут доступны через DLNA на вашем медиаустройстве, например, на смарт-телевизоре, либо на смарт-ТВ-боксе. Ну вот у нас подключен сейчас диск, у нас есть Samba-сервер. Мы сейчас к нему подключимся. Это делается очень просто. Мы нажали, выбрали подключить сетевой диск. Сделаем вот обзор. Пожалуйста, сетевой диск есть. Мы можем подключить все, что угодно. Ну, давайте, вот окей. У нас есть сетевой диск подключила. Вот в 2 щелчка, ребят, в 2
мать его, щелчка. Я вот от этих проф-версий Asus просто балдею. Смотрите, у меня здесь есть огромные файлы. Мы сейчас тестируем с вами скорость чтения. Для этого мне надо выбрать не 2,4, наверное, а, наверное, все-таки 5 гигагерц, чтобы было все по-честному. И пробуем просто-напросто копировать отсюда файл большой какой-нибудь. Давайте скопировать и сюда просто-напросто вставить. Смотрим на скорость. И скорость у нас, блин, я даже не успел. Она опустилась потом до низу. А как же посмотреть скорость? Что-то большое попробовать копировать. Леха, прикинь, я даже не успел посмотреть, с какой скоростью нормально оно копирует. Ну, блин. Это немножко нечестно было. Давайте файлик побольше попробуем, потому что вообще маленький файл. Давайте копировать. Смотрим. Так, 70 мегабайт, 80, 110. Это мегабайт в секунду. 110 в пике было. Вот чтобы вы понимали, 110 в пике, это здесь еще же зависит от диска принимающего. 111 в пике было. Тут же еще зависит от самого диска, который у вас стоит в системе, насколько он способен принять. Но 110 в пике, это он гоняет самбу. Сейчас я вам скажу, сколько. Вот смотрите, оно 100, 103. Давайте останавливать. 110 пиковое было. Отменить. 110 умножить на 8. И это 880 мегабит. Самбо сервер работает на скорости 880 мегабит. То есть вы спокойненько с этого самбо сервера можете тягать любые фильмы, любые файлы, все что угодно. Этого хватит для, я не знаю, даже для малого офиса. То есть 880 мегабит, ну, это нереальная скорость. То есть по USB он тоже спокойненько отрабатывает все, что вы хотите. Также у нас есть общий ресурс EFTP, то есть здесь можно поднять FTP сервер. И получается, что у нас классная тема в плане того, что мы можем поднять огромное количество интернет-соединений. Плюс у меня есть еще 4G роутер тестовый. Я его вставлю, посмотрю, определяется или нет. Конечно же, скорости мы замерять не будем, но получается при USB 2 и USB 3 отдельных в нашей сети, да, вот он включился. Вот, мы видите, у нас USB 3, в USB 2. И в USB 2 у нас появился Android. Это у нас подключился туда 4G модем. То есть мы, по сути, через интернет соединение в разделе двойной WAN мы можем использовать. Смотрите, эта фишка вообще обалденная. Мы можем использовать первичный WAN 2.5, вторичный мы можем, допустим, поставить 1 гигабит, или использовать тот же самый 4G роутер. Или 4G модем, вернее, я оговорился, 4G модем, и поставить на отказоустойчивость. То есть, по сути, когда у вас будет отключаться основной интернет, он без отключения, допустим, вашего медиасервера и жесткого диска с помощью второго вот этого USB порта может подключать еще 4G роутер. То есть, классная тема. А мало того, здесь же можно еще подключить два провайдера. То есть можно тупо влупить два провайдера, и мы это на наших роутерах Asus систематически делаем. То есть у вас будет работать балансировка нагрузки, например, и он будет раскидывать устройство между двумя провайдерами. Но при этом внутри сети они будут доступны друг другу. Это тоже классная штука. При этом не будем забывать, что у этого роутера есть агрегация с устройствами по типу, ну, сейчас я это отключу, чтобы оно меня тут не прервало, по типу 802.3 AB. Это значит, что он будет агрегировать два, например, гигабитных канала в 2 гигабита, конкретных 2 гигабита. Вот вам, пожалуйста, картинка вот такого примера. Это будет, ну, если у вас нет 2,5 гигабита, вы можете заагрегировать 2 гигабитных канала через один свич, который поддерживает агрегацию. То есть вы должны понимать, что не просто вы завели в него два провайдера, они тогда будут работать, два провайдера, но только в режиме отказоустойчивости или в режиме балансировки нагрузки. Но они не дадут 2 гигабита чистых в чистом виде. Но при этом они будут работать. А вот при агрегации, если вы до этого заведете две одинаковых линии одного провайдера на switch, и он сагрегирует их на роутер, потому что роутер это может. Сможет ли оборудование, допустим, того же провайдера, возможно, у провайдера есть агрегация, и вы сможете с ними договориться. Вот это будет просто пушка. Я вам честно говорю, это просто пушка. Хорошо, давайте тестировать на дальность работы. Алексей, ты нам нужен.
Сейчас мы тестируем дальность покрытия 5 ГГц. Объясню, как это будет выглядеть. Алексей возьмет ноутбук и будет уходить. Сейчас мы тестируем, ну, мы начали тестирование. В одном потоке он выдает у нас, ну, у нас, так как здесь мы сейчас на Wi-Fi, ну, 93 мегабита. Это вы не пугайтесь, это поток при такой организации Wi-Fi. То есть мы должны с вами оценить процент падения при уходе. Давай, Алексей, иди, я пока буду ребятам рассказывать, они будут видеть картинку. При уходе от роутера за одну стену, за вторую стену, и у нас там получается на одной одна дверь, ну, она металлом обшита, на второй конкретная металлическая дверь, и плюс вторая стена у нас капитальная. То есть это важный показатель. В 5 гигагерцовом диапазоне он должен падать не более 60-65%. Это стандартные показатели для роутера с очень хорошим покрытием. То есть мы таким вот образом работаем. Мы себе определили, то есть это значит, что если вы поставите такой роутер в центре квартиры, трехкомнатной, стандартной, до там, 70 квадратных метров, он будет покрывать всю квартиру. 2,4 ГГц Wi-Fi 6 роутерах всегда будут работать хуже. Вот таким вот образом они сделали. Какая просадка была? Ну, присадка была только в движении до 50. Только в движении? А там в конце было 85. То есть практически просадки не было? Капец. А как так? Ну, по движению. Я туда дошел, было 85 мегабит, а здесь движение... А я вижу. Вот в движении 52-56, а потом 83. Ребят, ну просадки в 5 ГГц практически нет. Это очень-очень круто. На самом деле. Давайте дальше. Тестировать 2.4. Алексей, ты нам нужен? Нам нужно еще 2.4. Переключаемся на 2.4. И это ж еще не все, ребят. Тут же есть еще игровые функции. Стартуем в 2.4 на один поток. Здесь мы видим 69, 72, 73. Алексей, прошу вас, мы ждем результатов. Но 2.4 я вангую, что будет у нас некоторое падение. Алексей, как успехи? Ну, в 2.4 это нормально, там до 80% падения мы допускаем в 2.4 ГГц, с учетом того, что сам по себе 2.4 загружен до не могу. Можем спокойно сейчас тест выключать, потому что, ну, по сути, мы уже скоростные характеристики. А вот, кстати, мы включили, видите, у нас 2 ван работает, первичный, подключено, вторичный, холодное резервирование. Вот видите, как это выглядит? То есть здесь он поддерживает 2 вана. То есть на вторичном у нас холодное резервирование. Могли бы сделать еще и балансировку нагрузки. То есть одновременно бы 2 провайдера работало и было бы отлично. Сейчас чуть-чуть пройдемся по его возможностям как роутера по интерфейсу и будем уже делать выводы. Но вы уже видите, да, мои эмоции, они просто переполняют меня. Итак, по характеристикам скоростным вы поняли, по покрытию вы поняли, это ракета, бомба, пушка, петарда. Давайте посмотрим. Но еще у нас такой момент, он же поддерживает iMesh. И я бы, кстати, его рассматривал бы даже как базовую станцию iMesh с его покрытием. То есть вы можете к нему докупить, например, там AX55, AX57, AX53U и сделать такую сеточку. Вообще бомба, там для дома 250-300 квадратов вообще будет огонь. То есть здесь есть управление iMesh. Вы можете подключать, все это очень просто делается. Видео будет у нас на канале, поэтому подписывайтесь. Есть управление гостевыми сетями, очень бегло пройдем. Есть, конечно же, iProtection, фирменная фишка Asus, которая в сотрудничестве с Trend Micro предотвращает неавторизованный доступ к локальной сети извне. То есть, по сути, такая себе классная штука, антихакерские атаки, плюс есть блокировка вредоносных сайтов, есть двухсторонний IPS и обнаружение и блокировка зараженных устройств. То есть, если какое-то из ваших устройств где-то чего-то цепанет, то оно обнаружит и очень красиво его прихлопнет. Ну, вернее, отключит от сети и предупредит, что, ребят, вот такая вот есть ситуация. Плюс есть родительский контроль. Родительский контроль здесь немножко более расширен, мы сейчас перезагрузим, немного более расширен, чем в дешевых моделях. Мы делали обзор AX57, там родительский контроль чуть-чуть такой угловатый, здесь родительский контроль поинтереснее. Сейчас еще посмотрим, насколько он поинтереснее и поинтереснее ли он. Ага, вот, смотрите, да, здесь все прикольнее, здесь есть у нас блокировка, то есть мы можем выбрать какой-то клиент и выбрать, допустим, контент для взрослых, мы можем интернет, мессенджеры и соцсети, допустим, добавить. Здесь для этого мы должны прописать с вами MAC-адрес устройства, которое мы хотим, грубо говоря, модерировать. Это классная штука. Ну, например, вы там пошли в карту сети, у вас есть там перечень устройств. Нет, где у нас там?
Вот они, клиенты. Мы взяли с вами MAC-адрес моего компьютера, взяли его, скопировали. А вы знали, что здесь еще можно нажать, еще и блокировать доступ, расписание, ставить доступа в интернет и все остальное. То есть это очень классная тема, но сейчас не о ней. Мы возвращаемся к родительскому контролю, мы сюда вбиваем просто-напросто MAC-адрес, ставим там контент для взрослых, не знаю, контент для взрослых себе ограничить, это, конечно же, очень плохо. Интернет-мессенджеры, соцсети, нажимаем «Применить». Не, выбираем здесь вот устройство, которое хотим модерировать, например, Ультра Алексея. Мы сейчас заблокируем ему контент для взрослых и заблокируем интернет и мессенджеры. Нажимаем на плюсик, все, Леша у нас, до свидания, а-ля улю, лишается сейчас своего любимого сайта для взрослых. Алексей, а мессенджеры у тебя работают? А, ты через VPN. Ну, это был нечестный удар под дых, короче. Ну да ладно, ну в общем-то это очень классная тема, в 57-м такого нет, а здесь это прям вот топчик, это то, чего не хватает, вот почему вот все-таки прошка для меня, вот эта 86-я, она поинтереснее. Плюс, ну, есть адаптивный QoS сервер и с замерами скорости интернета, вы видите, мы их уже замеряли. Анализатор трафика, это то, чего нет в дешевых моделях однозначно. Раздел USB приложений с торрент-качалкой, про которую я вам говорю, но показывать не буду, потому что, ну, очень сильно YouTube в последнее время насчет торрентов прям вот обозлился. Ну, 3G, 4G роутеры есть, он у нас подключен сейчас, можно включить режим USB. Видите, USB модем. Тут настройка очень прикольная на самом деле, очень хорошо это дело работает. И знаете, что у нас есть? У нас есть игровые режимы. Это просто пушка. Да, это не серия ROG. Это не серия... Вообще видели его подсветочку? Прикольно. Это не серия ROG. Это не серия каких-то там мега игровых устройств, но при этом у него есть поддержка игровых функций. Некоторые там могут сказать, что это какая-то фигня. Что такое игровая функция? Я вам объясняю. Это приоритизация игрового трафика, которая реально уменьшает пинг, которая реально упорядочивает пакеты для того, чтобы ваши пакеты игровые проходили в первую очередь. Я бы этот роутер с его возможностями ставил бы, ну видите, здесь еще переадресация портов есть, смотрите, включить можно переадресацию портов, игровики знают, они вручную прописывают порты, здесь это все есть, вы просто выбираете игру, а игр здесь бесчисленное множество, и какие игры он поддерживает, и Dota, и Diablo, Fortnite, потом что там еще, PUBG, Roblox, World of Tanks, Ассасины, ну, Call of Duty 4, из того, что Destiny 2, из того, что вот сейчас самое известное, FIFA 23, так, что мы еще, Grand Theft Auto, ну, GTA 5, GTA, Mass Effect это нас не сильно интересует по пингу, нас интересуют конкретные сетевики. Call of Duty, Battlefield, короче, ребят, здесь можно, CSGO есть. Вы просто выбрали CSGO, выбрали, какое устройство у нас используется для CSGO и нажали ОК. Все, вот вам вся оптимизация игрового трафика. И он поддерживает и Xbox, и плойки, и компьютерные моменты приоритизации сетевого игрового трафика. Это все есть. То есть здесь есть OpenNAT, игровики поймут, и игровые режимы. Вот, смотрите, игровые режимы тоже здесь есть. То есть мы, ну, допустим, можем добавить, кстати, приоритизацию игрового устройства. Мы вот Технозон. У нас есть LAN, первый игровой, вы уже видели, когда я вам показывал сам роутер. И мы сейчас его заприоритизировали. Это очень круто. Также есть у нас iCloud, конечно же, это синхронизация, то есть включает доступ к USB накопителю можно из внешнего, то есть вы можете из внешнего мира получать доступ к вашему накопителю, который сюда подключен. Также у вас есть синхронизация с iCloud сервисом от Asus, есть сервер синхронизации, настройки, само собой, нас не сильно так волнуют. А вот пошли теперь с вами в беспроводную сеть. Беспроводная сеть вообще топчик, Asus 5 ГГц, давайте 5 ГГц, есть 2,4, 5 ГГц, у нас есть различные режимы работы, ну мы сейчас работаем в AX, потому что у нас все устройства в офисе AX, все абсолютно, давным-давно уже. Есть AX, UNAC, AX микшированный и Legacy, есть автоматический режим. Также у нас есть, смотрите, просто включение и отключение Wi-Fi 6 режима, есть мультибенд.
И есть, конечно же, 160 МГц и поддержка DFS каналов. То есть здесь есть DFS каналы от 36 до 140 в общей сумме. Ну, из них некоторые идут DFS. Расширенные каналы идут в автоматическом. Поддерживают WPA 3 персональный. В 2,4 ГГц у нас все примерно так же. То есть у нас есть Wi-Fi 6 режим для 2,4 ГГц и тоже WPA 3 персональный, поддержка и каналы от 1 до 13. Ну, здесь все стандартно, тут даже обращать ни на что внимание не нужно. Плюс есть настройка радиус и профессиональные настройки самих по себе Wi-Fi, самого по себе Wi-Fi. Ну, тут уже мы с вами, как простые рядовые пользователи, в потребительском обзоре туда лезть не будем. В самой локальной сети тут все намного проще. Есть DHCP сервер, есть маршруты. Сам у нас, знаете, я вам сейчас покажу еще некоторые моменты. У нас есть поддержка IPTV. Это для тех, кто, например, многие знают, что китайские роутеры, они сами по себе IPTV не поддерживают, мультикаст имеется в виду. Если говорить об IPTV по типу сервиса VDM, там, и Fox и всего остального, то они там на китайских роутерах работают. Здесь работает любой тип IPTV, потому что вы даже можете назначить порт IPTV на конкретные какие-то моменты. То есть это для операторских IPTV подходит по технологии мультикаст и всему остальному, и всем остальным моментам. Управление коммутатором. Вот у нас есть агрегирование каналов. 802.3 AD. Вот в чем. Видите, это то, что я вам говорил про агрегирование каналов. То есть вы можете включить поддержку бандинга в 802.3 AD через LAN 1 и LAN 2 роутеров. То есть это он еще, слушай, он еще и в локалке может агрегировать. Леха. Он еще и в локалку может агрегировать для других устройств. То есть он берет 2,5. Это вообще крутяк. Вообще просто крутяк. Да вообще жесть. Нет, это было в AX 6000, который игровой был как столик. Ты помнишь? Да, но этот стоит дешевле намного. Да, но этот стоит дешевле намного. Бля, просто пушка. Я вам честно говорю. Просто пушка. Интернет. Интернет тут он поддерживает и PPTP, L2TP, PPPoE варианты подключения, автоматические IP, статический. И тут есть у нас еще протоколы безопасности, ну, сама по себе DNS. Сейчас я вам покажу, смотрите. Мы можем с вами выбрать AdGuard DNS, это блокирует рекламу. Мы можем использовать Clean Browsing, тоже блокирует, смотрите, взрослый контент, порнографию, различные опасные сайты. Это через Clean Browsing, потом Google DNS. Мы можем использовать Quad 9, и это для защиты от различных там взломов и всего остального. Мы можем использовать свой DNS. То есть здесь тоже расширенный DNS. Кстати, у Asus это можно просто выбрать. Не надо там искать информацию. Просто выбрал и используешь. Ну, двойной WAN мы уже с вами смотрели. Он может два WAN использовать. Переключатель портов, переадресация портов, поддержка демилитаризованных зон. Конечно же, есть поддержка DDNS и NAT пробросов, то есть над постру. Для различных вариантов PPTP, постру, L2TP, IPsec, RTSP, H323, SIP. Также у нас здесь есть поддержка IPv6, Amazon Alexa и VPN. Насчет VPN он может быть сервером PPTP, OpenVPN, IPsec и WiredGuard VPN. То есть он может быть сервером. В отличие от более дешевых моделей, здесь VPN более расширен. Есть VPN Fusion и Instant Guard. То есть мы можем с вами здесь немножечко развернуться. Есть Brandmauer, тоже, где мы можем с вами фильтровать и URL, и фильтровать ключевые слова, фильтр сетевых служб по черному, по белому списку. Есть администрирование стандартное, где мы можем назначать режим работы, беспроводной роутер, либо режим точки доступа, либо режим повторителя, медиабридж, узел iMesh. Есть управление системой, обновление микропрограммы. Короче, очень много различных настроек. Ну, давайте проверим обновление. Блин, у него еще есть обнова, но я пока не буду ее загружать.
Да, есть более новая версия, можно обновить. Не хочу сейчас пока обновлять. Есть еще сетевые утилиты по типу NetStat, Wake on LAN, правила Smart Connect и диагностика сети через Ping, Traceroute и NSLookup. В общем-то, вот такой вот крутой роутер с игровыми функциями с 2,5 гигабит я готов уже проходить и резюмировать. Ну прям бомба. А в качестве резюме я вам скажу, крутая штука. Апгрейд получился пусть минимальный, но настолько крутой, настолько круто работает. У него минимальная задержка в плане отклика, когда ты с ним работаешь через веб-интерфейс, высокая скорость копирования с Samba сервера. Медиа-сервер для ваших Smart TV боксов просто идеально. В целом мы его, конечно же, рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.